Для того, чтобы открыть BMW X5 E53 кузов, нам понадобится проводка, отвертка и клещи для зачистки проводов. Также нам понадобится аккумулятор. Для того, чтобы открыть BMW X5 при разряженном аккумуляторе, нам понадобится снять один из плафонов подсветки номерного знака. Так выглядит стекло подсветки номерного знака. Далее нам нужно снять лампу подсветки номерного знака. Далее нам понадобится проводка. Далее фиксируем плюсовой провод на плюсовой клемме. И минусовой провод фиксируем на минусовой клемме аккумулятора. И кратковременно касаемся обратной стороной проводки к клеммам лампы подсветки плафона. С левой стороны у нас плюс, с правой стороны у нас минус. И на ключе нажимаем клавишу «Открыть». А сейчас мы приступим к открытию багажника. Для этого нам понадобится откинуть спинку сиденья заднего. Далее нам понадобится переместиться в багажник. С левой стороны крышки багажника находим черную крышку. Необходимо потянуть и выщелкнуть ее с посадочного места. Далее нам необходимо потянуть за нее, и крышка багажника открыта. Данный способ подходит ко всем автомобилям и актуально, если у вас есть проблема с трансмиссией. Трансмиссия пинается или затягивает передачи. Также данный способ пригодится для тех, у кого обороты двигателя плавают. Итак, первое, глушим двигатель и достаем ключ зажигания. Снимаем минусовой терминал и снимаем плюсовой терминал. Включаем переключатель света в положение «Включить». Далее берем плюсовой и минусовой терминал и касаемся. Возвращаем наш переключатель света в положение «Выключить». Берем наши терминалы и подключаем к аккумулятору. Сначала подключаем плюсовую клемму. И подключаем минусовую клемму. Поджимаем. После данного действия все ошибки, которые были в памяти автомобиля, сброшены. Как адаптировать крышку багажника после отключения аккумулятора? Нажимаем один раз на кнопку «Открыть». Придерживаем и отпускаем. И нажимаем повторно. Замок крышки багажника адаптирован. Для того, чтобы убрать ошибку 4 на 4 после отключения клеммы аккумулятора, необходимо сделать оборот руля влево до упора и вправо до упора. И видим, ошибка 4 на 4 пропадает. Вставляем ключ зажигания в личинку замка и проворачиваем против часовой стрелки. Удерживаем ключ, и наши стекла открываются. Сначала передние, затем задние. И поворачиваем ключ по часовой стрелке. Машина закрывается и закрываются стекла. При удержании кнопки открытия на ключе автоматически открываются передние стекла, затем задние и панорамный люк. При удержании кнопки закрытия на ключе сначала закрывается панорамный люк, закрываются задние стекла и передние стекла. Для того, чтобы открыть дверь, в том случае, если у нас не работает ни внутренняя ручка, ни наружная, нужно одновременно за внутреннюю ручку и за наружную ручку несколько раз дергать, порядка 4-5 раз. Раз, два, три, 4. И наша дверь открыта. Сейчас я покажу, как сделать так, чтобы климат запоминал настройки и не сбивался после того, как мы глушим, заводим двигатель повторно. Сейчас смотрите, что необходимо сделать. Выключаем кондиционер. Далее нам нужно переключиться с режима авто на любой из режимов. Ну, допустим, нижний обдув. Далее нам нужно уменьшить обороты вентилятора и выключить климат. Ожидаем, пока клапана сработают, и выключаем двигатель. Далее повторно запускаем автомобиль. Запустили. Сначала поднимаем обороты вентилятора, активируем наш климат. Далее нам необходимо выставить температуру, допустим 21 градус, после чего настраиваем обдув и активируем наш кондиционер.
Итак, мы настроили климат по нашим требованиям именно в такой последовательности. Далее мы выключаем двигатель и проверяем, сбросились настройки или нет. Запускаем двигатель повторно. Итак, мы видим, что направление потока воздуха, как мы настроили, так они сохранились. Заданная температура сохранилась, и кондиционер также работает. Для того, чтобы перевести щетки стеклоочистителя в вертикальное положение, нам нужно повернуть ключ зажигания в первое положение. Далее нам необходимо перевести рычажный переключатель в положение 1 и выключаем зажигание. Теперь наши стеклоочистители находятся в сервисном положении. Далее можно безболезненно производить замену щеток стеклоочистителя на новые. Для того, чтобы вернуть дворники на место, необходимо повернуть ключ зажигания в положение 1. И наши дворники становятся в исходное положение. Но большинство автомобилистов не проверяют вентиляционные клапана, которые находятся у нас в задней части кузова автомобиля. Представляют из себя пластиковые вставки в кузове автомобиля с резиновыми клапанами, которые должны пропускать воздух изнутри салона наружу. Если резиновые клапана перестанут открываться, не будут перепускать воздух с салона наружу, будет появляться повышенная влажность в салоне, и это будет приводить к запотеванию стекол. Чаще всего неисправность заключается в том, что заслонки загрязнены, заблокированы или удалены с кузова автомобиля. Достаточно часто запотевание стекол появляется, когда владельцы автомобилей заклеивают вентиляционные клапана решеток шумоизоляционными материалами, в результате чего в салоне повышается влажность, воздуху выходить некуда и окна начинают запотевать. Данные клапана работают только в одном направлении, воздух должен выходить из салона наружу. И наглядно посмотрим, как работают клапана. Открываем дверь и при закрытии двери наблюдаем, как срабатывают клапана. Когда мы захлопываем дверь, уравнивается внутреннее давление воздуха с наружным. Это еще одна из немаловажных функций вентиляционных клапанов. Большинство автомобилистов не знают, что по причине неисправности, загрязнения или отсутствия вентиляционных клапанов могут сильно запотевать стекла в салоне. Необходимо открыть капот. Теперь нам нужно нанести силиконовое масло в эти отверстия. Если не использовать масло, может обломаться одна из ножек направляющей значка. Вот видно направляющая значка. Капот можем закрыть. Далее нам понадобится пластиковый инструмент. И при помощи пластикового инструмента поддеваем наш значок. И аккуратно снимаем. Обе ножки уцелели. И устанавливаем в посадочное место. И одновременно значок на месте. Не забывайте поставить лайк под этим видео и включить кнопку оповещения на канале, чтобы не пропустить новые видео.